Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Coffee Talk, второй эпизод. Сильвер и Аманда, кажется, ее зовут. Короче, он говорил о том, что... Помнишь, я говорил, что хочу открыть кафе? Так вот, оно не похоже на эту кофейню. На самом деле это не кафе вовсе. Уже несколько месяцев мое кафе — база операций. СИП. СИП. Сообщество инопланетян и прочих пришельцев. Ого. Знаю, это безответственно. Нет, отличная идея. Ты куда предприимчивее, чем мне казалось. Даже не знаю. Но теперь ты понимаешь, почему мне пришлось научиться сохранять спокойствие, как ты говоришь. Сейчас на меня много кто рассчитывает. Те, кто только-только прибыли на Землю, до сих пор растеряны и испуганы. Те, кто уже изменили внешность, стали похожи на землян, теперь пытаются слиться с окружающими. Те, кто пытаются понять, как здесь жить и как понять себя. Для всех них это вопрос экзистенциального порядка. Не всем комфортно жить с коллективным разумом. Мне точно не было комфортно. Без обид, Аманда. Мы не обижаемся. Мы всегда знали, что ты отличаешься от нас. Для нас это не имеет значения. Ты наш родич, будь ты частью нашего разума или землянином. Аманда, я очень тебя люблю. О, как мило. Что такое любовь? Думаю, об этом лучше поговорить в другой раз. Завтра объясню, хорошо? После того, как мы с тобой отдохнем. Я тебе напомню. Не сомневаюсь. Что-то я подустал. Ты не против, если мы уже пойдем? Конечно, нет. Наши запасы энергии истощены на 98%. Сильвер, я могу чем-нибудь помочь? Думаю, что нет. Но спасибо за предложение, правда. Для тебя во всем этом отведена особая роль. Ты отлично с ней справляешься. Спасибо за добрые слова. Что ж, тогда доброй вам ночи. Надеюсь, скоро снова вас увидеть. Здесь вам всегда рады. Нам и многим другим. Мы знаем, мы благодарны. Доброй ночи, Валори. Я бы пожелал доброй ночи коту, но он, кажется, не нуждается в моих пожеланиях. Доброй ночи, Валори. Ну вот, теперь мы можем сказать доброй ночи. Мы считаем, что это довольно странно, ведь... Давай продолжим по дороге. Хорошо. Аманда такая... Ну и ночка. Гораздо оживленнее, чем ожидалось. И кажется, у нас появился новый четырехногий друг. Интересно, что ты здесь делаешь, малыш? Разве у тебя нет дома? Извини, не хотела тебя разбудить. Мяу. Ты же позволишь мне закрыться? Ах, Сильвер. Для меня большая честь быть родичем такой личности, как ты. Да, вот, она все-таки... Они все-таки... Она... Короче, мы инопланетянка тоже. Только не пойму, к чему она это сказала. Лекарство от больного горла, зубы сыпь, понимаю. Вторник, 26 сентября 2023. Так, стоп, я запустила вообще-то. Да, я запустила. Борьба с пиратством. Правительство собирается блокировать сайты, ответственные за утечки. Первый центр лечения трудоголиков откроется в 2024 году. Никаких телефонов и ноутбуков, только отдых. Отдыхающие сообщают о появлении серебристых водорослей на пляже Алки. Опа. Такое ощущение, что впереди долгая ночь. Давай почитаем. Сторисы, ура. Так, Луя. Она идеальна, но собирается выйти замуж за эльфа-фрилансера. Что? Бейлис. Так что она 10 из 10. Боже. Так, Миртл. Интересно, в будущем VR и правда станет популярнее? Я не могу долго играть в очках, но может это только я такая. Акве. Ухаживать за морской рыбкой дома не так уж просто, особенно когда живешь в городе вроде Сиэтла, но приятно быть кому-то нужной. Лукас. Сегодня весь день куча дел, не забывайте пить воду, все еще отдыхаю. Рэйчел. Процесс идет, поверить не могу, уверена, что получится очень круто. Риона. Крайний срок заказов на сегодня 15:00 без ночных доставок. Ничего. А, нет, Аманда. Аманда, прочерк. Сильвер, прочерк. Спасибо большое за прочерки. Кстати, вечерняя молва тут длинная? Да не очень-то. В принципе, давайте в конце прочитаем. О, Гала. Добрый вечер. Привет, Валори. Как поживаешь? Надеюсь, все в порядке. Все хорошо. Точно. Ага. А как у тебя дела? Как работа?
Закрыл смену, так что теперь свободен. Отлично. Кстати, Хайд недавно заходил. А, ну да. А сам он рассказал тебе, почему приехал? Да, он ведь переезжает сюда, да? По крайней мере, собирается. Да, такой приятный сюрприз. Он сказал, что ему еще предстоит обсудить некоторые детали, что ж, отчасти поэтому я сегодня зашел. И еще за горячим напитком, конечно же. В таком случае внимательно тебя слушаю. И много благодарен. Энди рассказал мне об индонезийском напитке с имбирем. В нем есть молоко, мед и что-то еще. Кажется, называется СТМД. Я бы не отказался от чашечки. Извини. СТМД. Молоко, мед и что-то еще. А, имбирь. Нет? Молоко, мед, имбирь? Это оно? Молоко, мед, имбирь? А ну давай попробуем. Нет, подожди, нифига. Нифига! Нет, в нем есть молоко. Он же сам сказал, индонезийский напиток с имбирем. Молоко, мед и что-то еще. Молоко, мед и имбирь. А может быть, имбирь главный и мед второстепенный. СТМД. А может быть, я вообще неправильно делаю, я хрен его. Отдать предмет? Мне тебе нечего отдать. Хотя, подожди, это не его пропуск случайно? Чей-то ключ от квартиры, наверное. Возможно, это его пропуск. Я могу ему дать его. Блин. А вдруг это не его пропуск? Но он работает в больнице, а там вроде как пропуска нужны. Я больше не знаю, кто это еще может быть. Либо это кто-то из, типа, Рэйчел. Если это не его, он мне его отдаст обратно? Ой, похоже, я обронил свою карту здесь. Спасибо. Да, это его. СТМД. Согревающий индонезийский напиток, в состав которого входит молоко, сусу, яйцо, телур, мед, маду, имбирь, джахе. Ну, яйцо я ему туда вряд ли положила. Теперь у меня есть запасная, потому что я уже получил новую. Еще одна карта — это всегда хорошо. Единственный минус, что она обошлась мне в $100. Теперь надо решить, где хранить эту. Может, в шкафчике на работе, а не хотелось бы ее там потерять. Будем надеяться, что этого не произойдет. Питательный напиток с архипелага, как ты заказывал. Большое спасибо. Повтори, пожалуйста, что в него входит? Это горячая смесь из яйца, молока, имбиря и меда. В названии напитка перечислены все ингредиенты: сусу, телур, маду и джахе, молоко, яйцо, мед, имбирь. Так вот почему он слегка напоминает мне эгног. Хотя этот напиток более пряный и не такой насыщенный. Ну теперь понятно, почему он нравится Хенри. Отлично восстанавливает выносливость. Думаю, без него он бы не угнался за Рэйчел с ее работой. Наверное. Главное, чтобы он не забывал о перерывах. Может, я как-нибудь приглашу его на напитки. Что думаешь? Чудесная идея. Значит, так и сделаю. А знаешь что? Думаю, Хайд не придет. Да? Почему? Когда я звонил ему, чтобы уточнить, когда мы встречаемся, он был как будто раздражен. Да и погода сегодня так себе. Мне казалось, он любит такую погоду. Он любит, а вот его машина не очень. Его машина та самая, о которой он рассказывал. А почему мне не дали лицо? Я же ему правильный напиток сделала. Это ведро не перенесет такую грозу. Если подумать, наверное, ты прав. Знаешь, я раньше возил его на этой машине. Он не рассказывал тебе, насколько она старая? Да, он поделился со мной всей предысторией. О, наверное, я просто удивлен, что он по-прежнему на ней ездит. Эта машина однозначно ему дорога. Он довольно сентиментально о ней отзывался. Интересно, связано ли это как-то с тем, что он переезжает обратно? Что ты имеешь в виду? Он же раньше жил здесь? Ага. А еще он много говорил о прошлом. Хочешь сказать, на переезд его подтолкнула ностальгия? У меня сложилось впечатление, что тоска по дому, но сейчас я понимаю, что вряд ли. Я понимаю, о чем ты. Странная тоска по ушедшим временам. Ведь все вокруг сейчас меняется очень стремительно. Возможно, даже слишком стремительно. В этом есть доля иронии. В каком смысле? Когда долго живешь, понимаешь, что единственная константа в жизни — это изменение. Я про смену приоритетов, неприятные события, которые подбрасывают жизнь. Упадок — то, с чем нам приходится справляться бесконечно.
Учитывая нашу продолжительность жизни, казалось бы, мы уже должны были ко всему этому привыкнуть. Но это невозможно, по крайней мере, не до конца. Полагаю, идея привыкнуть к переменам сама по себе парадоксальна. Так и есть. Может, ностальгия — это как якорь для таких стариков, как мы. Она помогает нам остаться собой, несмотря на неумолимую скорость мира вокруг. К такому постепенно привыкаешь, да? В общем-то, да. Интересно, а сколько лет нам? Мы-то инопланетяне, сколько они живут, я вообще хз. О, привет. Вот мы и встретились снова. Да-да, привет. Прошу прощения. Конечно. Привет, Риона. Добрый вечер. У меня сегодня назначена встреча. О, понятно. Кстати, как твоя машина? Машина? А, ты про колесо. Можешь не переживать, я легко его починила. Но спасибо за вопрос. Конечно. Можно мне кружку чая Какого чая? Где у меня есть такое вообще-то? А я не помню, как готовить это. Да и, в общем-то, пофигу. Ты не хочешь мне сказать, как его готовить, нет? Чай. Чай. Я не помню, как его готовить. Ты серьезно? У меня этого не написано. Короче, это чай. С чаем. Может. И с лимоном. А если нет, то буду дальше тогда пытаться. Чай, лимон. Понятно, не то. Дальше. Просто чай. Один чай. Один чай. Чай. Понятия не имею. Моя память не рассчитана на такие долгие сроки, ты понимаешь? Насчет вот такого вот. Я имею в виду насчет всяких штук в играх. Типа сюжет, все такое, я запомню. А вот эти вот комбинации куда, кого, зачем, только если это очень сильная игра, которую я прям обожаю, типа там Skyrim, Baldur's Gate, там еще какая-нибудь такая, Fallout, тогда да. Тогда я запоминаю хорошо. А вот эту вот информацию я вообще в голове не держу. Имбирь, блядь. Мед. Я не помню. Чай, имбирь, мед не то. Вылить. Вылить. А чай, мед, имбирь то? Чай. Имбирь. Мята. Я не помню. Просто хоть убей, я не знаю. Чай? Блять. Молоко? Нет. Чай? Мед? Лимон. Нет, ура, я про... ладно. Чай. Это пипец. Лимон, корица. Нет, сбрось, сбрось. Чай, корица, лимон. Какой мед? Чай, корица, мед. Ну пофиг, пусть так. Я все равно не знаю, что. Я все равно его не смогу приготовить. Эту. Да пофиг, бери, напей. Будешь пить, что дают. Шо? Это не то, что я заказывала. Не то? Извини, давай по новой сделаю. Не нужно, забудь. Точно? Да, не переживай. Хорошо, но еще раз извиняюсь. Так с кем же у тебя встреча, если не секрет? Думаю, ты знаешь. Ведь это тебе было поручено передать мне его контакты. А, ну да, получается, вам все-таки удалось связаться. Да. Но, по правде говоря, я сомневалась, стоит ли ему писать. Почему же? Потому что, как мне кажется, для этого не было никаких реальных причин. И все же я отправила ему письмо на почту следующей ночью. Сразу после того, как отвезла последнюю посылку в 3 часа. Довольно поздно. Да, но лучше так, чем забыть об этом и не сделать никогда. К моему удивлению, он ответил сразу же. Кто бы мог подумать, что он такой полуночник. Или наоборот, сверхранняя пташка. Ага. Интересно, он вообще спит?
Хочу задать тебе тот же вопрос. Ой. Так вот, в ответ он извинился. Он жалел о том, что нагрубил мне при нашей первой встрече. Что тоже меня удивило, потому что мне не показалось, что он меня нагрубил. Знаешь, а он ведь вернулся сюда на следующий вечер в надежде тебя увидеть. Серьезно? Да, он сам так сказал. Надо же, любопытно. В общем, мы обменялись номерами и с того момента переписываемся. Он написал, что хочет встретиться и поговорить. И вот я здесь. Только до сих пор не уверена, что это необходимо. Может, он просто хочет провести с тобой время? Возможно. Видим. Похоже, Хайд сегодня не придет. Наверное, это к лучшему, учитывая обстоятельства. Он в порядке? Да, просто сегодня хочет отдохнуть. Понимаю. Извиняюсь за сбой электричества. У меня была надежда, что эти неполадки не продлятся дольше пары дней, но не извиняйся за то, что тебе не подконтрольно. Вот именно. Все, что можно было предпринять, уже сделано. Знаю. Спасибо за понимание. Как поживаешь? О, привет. Удалось решить проблемы с детьми? Прошу прощения. Ну, я имею в виду проблему с приемом пациентов, которую мы обсуждали в прошлый раз. А, вот оно что. Я уж подумал, что у меня вдруг появились проблемы с детьми, о которых я и не знал. Извини за недоразумение. Ничего, смешно получилось. Прошло всего несколько дней, так что пока ничего особо не поменялось. Что насчет тебя? Тебе получше? Ну да. Извиняюсь за свое поведение несколько дней назад. Тяжелые дни у всех бывают, не переживай. Спасибо. Кстати, об этом. Когда приходил офицер Джорджи, мы обсудили ситуацию с твоей машиной. Не подскажешь, где именно произошел инцидент? Конечно. Недалеко от полицейского участка, на платной парковке у бывшей библиотеки. Пустующего здания на перекрестке Борн-стрит? Да, верно. Понятно. Значит, раньше там размещалась библиотека. Хорошо знаешь этот район? Знаю это здание. Оно уже давно заброшено. Но оно историческое, так что иногда мне становится интересно, почему с ним никто ничего не делает. К тому же оно расположено в густонаселенном районе с богатой культурой. И правда. Поблизости даже есть Академия искусств. Вот-вот. Хотя эта улица всегда казалась мне странноватой. Странноватой? В каком смысле? Она какая-то пустынная. Особенно если принять во внимание, в каком она районе. Самое удивительное, что, по-моему, раньше на ней было совсем иначе. По-твоему? В смысле, ты помнишь? Нет, я это имел в виду. Это скорее чувство, а не ясное вспоминание. Странно, да? Вот уж действительно странно. Я не понимаю, о чем он говорит. Я вообще что-то я суть разговора не уловила. Что? Хорошо, странная улица, там заброшенное здание, Академия искусств. Эта улица казалась странноватой, потому что она пустынная. Если учитывать, в каком она районе густонаселенном, самое удивительное, что, по-моему, раньше на ней было совсем иначе. Он не помнит, он чувствует, будто бы на этой улице раньше было иначе. Не понимаю, все равно. Окей, ладно, хорошо, ладно, окей. Ну, когда-то там находился блошиный рынок. Очень-очень давно. Может, он тебе вспомнился? Блошиный рынок? Когда я проезжал там последний раз, то вокруг был сплошной бетон. О, погодите-ка, помню одно единственное засохшее дерево, окруженное странными побрякушками. Засохшее дерево? Не знаю, как я чуть про него не забыл, потому что оно очень выделялось. Под 2,5 метра в высоту без листьев. Насколько я знаю, оно всегда там было. Старый боярышник. Для нас, водителей, он был чем-то вроде ориентира. Побрякушки, о которых ты упомянул, это на самом деле такие знаки памяти. Знаки памяти? Погодите, можно я немного резюмирую? Конечно. Вандалы попортили твою машину на платной парковке рядом с заброшенной библиотекой на, казалось бы, пустынной улице в оживленном районе, неподалеку от большого засохшего дерева, вокруг которого по какой-то причине лежат знаки памяти. Все верно. Только вот дерева там уже нет. Вот как? Что происходит? Дедуль, ты серьезно? С чего мне придумывать? С ума сойти. Что происходит? Почему они вместе? Добрый вечер, джентльмены. Всем привет. Ого.
Я думал, что приду первым, а дама меня опередила. Привет. Валерия, ради всего святого, скажи, что зажигалка у тебя. Да, тебе повезло. Слава богу. Принести ее? Да нет, мне просто нужно было услышать, что она здесь. Можешь принести попозже вместе с напитком. Хорошо, дай знать, как будешь готов сделать заказ. Ладно. Так, как поживаете, народ? Чего нового? Добрый вечер, офицер. Мы как раз говорили про место, где от лап вандалов пострадала машина Риона. Вот как? Вот так, да. Значит, они и до твоей машины добрались? Да, но это так, ничего серьезного. И все же жаль, что с тобой такое произошло. Где ты припарковалась? Прислать координаты? Да, было бы здорово. Получил. Хорошо. О. Эту область ты ожидал увидеть или... В общем-то, да. Я там же припарковал свою машину неделю назад. Понятно. Не переживайте, мы уже усилили патрулирование в этом районе. Отличные новости. Но прямо сейчас я на патруле один. А, вот это так себе. Что такое? Вэлори, неужели ты во мне сомневаешься? Нет, конечно. Просто, наверное, тебе приходится работать сверхурочно. Ну, что поделаешь. Приготовь ко мне эспрессо покрепче, не забудь про зажигалку. Эспрессо? Да, я не помню, да. Кофе. Все правильно, приготовить. Вот тебе покрепче. Вот это я могу. Вот и она. Спасибо. Думаешь, наверное, что я совсем дурачок. Что тут скажешь? Это зажигалка мой талисман. Знаю. Ты теперь думаешь, что я суеверный. Разве у тебя нет похожей вещицы? Знаешь, я ведь суеверный не без причины. Как-то забываю взять ее с собой, происходят всякие странности. Да, ты уже говорил это. Ты уже это говорил. Ясно. Вот и наш самый крепкий эспрессо. Спасибо. О, идеально, как и всегда. Ты определился? Думаю, да. Я бы хотел чего-нибудь десертного, а сегодня можно. Без проблем. Есть предпочтения. Но вчера я видел ролик про испанский горячий какао-напиток, такой густой-густой, почти как шоколадный соус. Сразу вспомнила об одной песне. Только вылетела из головы, как она называется. Мне кажется, знаю, о чем ты. Реально? Тогда мне кружку густого какао, в нем есть молоко, еще немного пряный. Густое какао. Какао-напиток. Густой-густой. Какао. Молоко. Короче, это шоколад, молоко и корица. Нет? Шоколад, молоко и корица. Возможно. Или мед. Возможно, мед, а не корица. Блин, у меня же нет... А, нет. Все, оно? Оно? Горячий какао-напиток готов. Спасибо. Валерия. Это совсем не то. Правда? Ага. Ни насыщенности, ни густоты. А какого? Что? Блин. Да зашел. Пряная леди, британский шоколадный напиток, популярный в 90-х. Наверное, нужно было вместо корицы мед. Возможно. Или вторым ингредиентом его надо было класть. Или там 2 шоколада и одно молоко. Хотя он сказал, что там есть пряность, поэтому там не могло быть 2 шоколада. Ладно. Извини, давай я по новой сделаю. Да не, я сам виноват, что я не смог нормально объяснить. Не парься. Ну вот именно, вы сами все виноваты. Вы мне говорите какое-то вообще, вот это положи и чуть-чуть пряности. Какой пряности? Что ты хочешь от меня? Я что тебя знаю, я тебя понимаю или что? Просто скажи мне, что ты хочешь, конкретно мне скажи. Вот кофе, молоко, корица. Все, я тебе сделаю кофе, молоко и корицу. Что ты подмигиваешь? Что он сидит подмигивает? Что это такое? Я с ним общаюсь, он сидит кому-то подмигивает. Ну ладно, чел, на своей волне. Извините. Ладно, спасибо. Итак, дедуль, ты начал мне рассказывать про жуткий случай во время патруля. Он произошел там же, где стояла машина Рионы? Жуткий случай во время патруля? Ну, не знаю, стоит ли мне об этом рассказывать. История довольно страшная, даже по моим меркам. Что произошло? Давай, дедуль, не тяни. Да рассказывать-то особо нечего, если честно. Ну так тем более, давай. Может, кто-то здесь что-нибудь об этом знает? И то верно. Вы ведь как раз говорили об этом районе, да? Ага.
Последние пару ночей патрулировал ту местность. Сама улица сложностей из себя не представляет. От перекрестка и обратно всего около километра. Там особо ничего нет. Бетонный тротуар, платная парковка, несколько заборов. И незавершенная стройка с парочкой камер видеонаблюдения. Дерева нет? Какого дерева? Раньше перед старой библиотекой стояло засохшее дерево. А, понял, о каком дереве речь. Власти выкорчевали его еще в январе. Коммерческое сообщество решило, что оно портит вид. Так что, когда власти запустили проект по проведению города в порядок в прошлом году, голосованием решили от этого дерева избавиться. Да блин. Телефон. Ясно. Что? Мы как раз обсуждали его чуть раньше, и учитывая, что оно десятилетиями было чем-то вроде местного ориентира, есть ли вероятность, что это было не просто старое дерево? Думаешь? На эту мысль меня натолкнули слова Рионы. Я что, должна сейчас что-то сказать? Нет. У меня и в мыслях не было приходить черту. Просто мне показалось, что ты много о нем знаешь, а я не хочу спутывать информацию, спутать факты. Понимаю. Но если никто не против, давайте сначала выслушаем жуткую историю офицера. С радостью поделюсь. Вы уж и забыли, что я здесь, а? Так вот, патрулировать эту улицу проще простого, но на ночь там паркуется не больше 4-5 машин, так что следить за ними не составляет труда. Это же замечательно. Как я ожидал, впервые 2 ночи ничего не произошло, но... Вчера. Совсем другая история. Этот уже боится. Погоди. Лукас. Хорошо, ты подвел нас к основной части. Все, можешь продолжать. В кавычках, слава богу, в скобочках. Почему в скобочках? Извиняюсь, прошу, продолжай. Ладно. Так, близился конец патруля, за это время ничего не случилось. В ту ночь поблизости было всего 4 машины. 2 на противоположной стороне улицы, 2 рядом друг с другом на углу. Я собирался уйти после того, как завершу последний обход и буду окончательно убежден, что все тихо. Напомню, что весь маршрут можно пройти за 8 минут. Ага. Когда закончил, то затянулся сигареткой. Самодовольство меня так и переполняло. Я-то уж собрался уезжать, думал, хорошо поработал. Так ведь? А вот и нет. Объявились непредвиденные трудности. У 3 машин, 2 рядом и 3 на противоположной стороне улицы были спущены шины. Всего 12 испорченных шин. За жалкие 10 минут. Это очень странно. Чтобы сдуть одну шину, нужно как минимум несколько минут. И то, если под рукой есть подходящие инструменты. Вот же. Но это еще не все, нет. В тот же момент все фонари на улице внезапно погасли. Что? Сразу после этого услышал смех и звуки шагов. Они все удалялись и удалялись, но я ничегошеньки не увидел. Точно? Камеры наблюдения что-нибудь засекли? Инфракрасные кое-что зацепили, но на видео все размыто, так что расследование еще не закрыто. Ничего себе, дедуль. Полная история гораздо страшнее того, что ты рассказал мне в машине. Круто, конечно. Сейчас я усмехаюсь, а тогда чуть штаны не наложил. Кем бы ни были те преступники, сработали они быстро. Да. Ну да ладно, Валерий, сделаешь мне еще напиток? Еще? От всех этих разговоров у меня в горле пересохло, а кофе уже не лезет. Принято. Что будешь? Что предлагаешь? Что тебе надо? Как насчет чая с имбирем и медом? Отлично, можешь взять за основу эти красные цветочки. И про гибискус, конечно. Хорошо. Чай из красных цветов с имбирем и капелькой меда. Красные цветы, имбирь, капелька меда. Изи. Вот так бы всегда. Он говорит мне даже, какого цвета чай, понимаешь? Вот так и надо, все, на. Вот твой горячий Теджи Херозел, а так. Напиток, сдобренный обжаренным имбирем с капелькой меда, идеально подходит для дождливых вечеров. Тут. Джорджи, коротко обо мне, родился, вырос в Сиэтле, я все тот же коп с непереносимостью лактозы. Давайте, наверное, на этом закончим. Хотя я думаю, что... точно. Прочитать вечернюю... Да, вот это она. 7 июля у Сорочьего моста. Сорочьего, без понятия. Она
была прекрасна во взятом на прокат кимоно с цветочным орнаментом. Жаль, что пошел дождь. Я задумался над тем, не попросят ли в пункте проката дополнительную плату, если мы вернем одежду влажной. Мне стало стыдно, что я настоял на том, чтобы мы оделись для фестиваля Танабада в традиционную одежду. Все мои мысли улетучились, когда я ее увидела, она словно вышла из фильма Маккона Синкая. Это стоило того. Если хозяйка магазина потребует дополнительную плату, я отдам ей все свои сбережения. Она была похожа на сон, и это стоило того. Она в кимоно с зонтиком и моим сердцем в придачу. Жаль, что Альтаир и Вега сегодня не встретятся из-за дождя, да? О, ты помнишь историю, здорово. Какой ты вредный, я вообще-то всегда слушаю твои астрологические истории. Астрономические, но спасибо за любовь к моим историям, миледи. Под нашим прозрачным зонтом, купленным в продуктовом магазине, мы делились тем, чем делятся все влюбленные под дождем. В храме, в который мы отправились, было на удивление людно, хотя дождь и лужи попытались сорвать праздник. Нам пришлось встать в очередь, чтобы загадать желание, но время пролетело быстро. Мы болтали обо всем подряд, как типичные влюбленные. Она спрятала от меня обрывок бумаги, на котором записала свои желания. Прелесть. Все равно ведь попросит повесить его на самую высокую ветку. Слушай, давай в следующем году тоже сюда придем. Мы шли обратно в отель, когда она заговорила, и ее нежный голос тонул под шумом дождя. Я-то с радостью, но разве ты не хотела бы съездить в отпуск туда, где еще не была? Нет, мне здесь нравится, здесь очень красивая луна. Правда? Дождь идет, я даже не могу ее разглядеть. Дурачок. Ее улыбка затмевала красотой все полнолуния, которые я когда-либо видел. Мы не торопились, возвращаясь в отель, и шли медленно, только она да я. Знаешь, я рад, что тебе все еще хочется путешествовать, что мы все еще... мы. Я знал, что лучше было промолчать, но во мне говорила неуверенность. Что, красавчик, хочешь поговорить о дожде во время праздника? Извини, не удержался. Вдруг в следующем году опять пойдет дождь. Вдруг у нас впереди не только солнечные и теплые дни. Ты говорил, что Альтаир и Вега не могут встретиться на Сорочьем мосту, когда идет дождь, да? Значит, мост будет пустовать, правильно? Она встала передо мной совсем близко под нашим общим зонтиком. Тогда, что бы ни случилось, если в следующем году, 7 июля, пойдет дождь, я буду ждать тебя на Сорочьем мосту с этим зонтом, дурачок. О, это просто миленькая история. Я не уверен, что в ней есть какой-то смысл, поэтому это просто миленькая история для меня. Это так. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.